Здравствуйте всем, меня зовут Виталий, я нахожусь сейчас на нашем производстве, теперь это производство Ютеч. С Сергеем Анатольевичем познакомились зимой, меня очень захватил его проект, сразу понял, масштабы понравились и вообще вся идея. Очень понравилось то, что это связано с роботами, я вообще люблю роботов, люблю ЧПУ станки, как видите. Сделал его своими руками. И это далеко не первый станок и не последний. Там в проекте еще доделываем. На конференции Сергей Анатольевич все подробно объяснил. Предложил мне заняться физическим воплощением идеи, на что я с радостью согласился. Увлекся этой идеей целиком и полностью. И вот начали уже делать первого суслика. Вот деталь от суслика. Правда, она в масштабе 1 к 2, но это только начало. Сейчас будем делать технически, будем ставить моторы, электронику, чтобы он у нас уже умнел потихонечку, начинал двигаться. И все будем показывать постепенно. Не все сразу, но все постепенно будет воплощаться в реальное изделие. В процессе разработки суслика родилась идея сделать колесо комбинированное, чтобы он мог у нас и по рельсам двигаться, потому что это скорость, и пневмошина, возможно, это будет полиуретановая шина. Вот. Это для движения по дорогам, по тротуарам, где нет рельс, чтобы он у нас был очень универсальный, чтобы мог доехать куда нужно доставить товар. При работе над концепцией передвижения СМС-ки родилась идея использовать сусликов как движители, чтобы у нас в СМС-ке не было двигателей, не нагружать СМС, чтобы она была легкая. Особенно это важно для перемещения ее на самолетах. Решили поставить СМС-ку на 4 суслика, чтобы они доставляли у нас первые метры до других движителей. Например, железнодорожные платформы, автомобильные платформы, самолеты. Как видите, база у нас есть. Это не единственный станок, есть еще ЧПУ станки другие, есть даже 3D принтер. То есть не даже, а 3D принтер. И есть связи с предприятиями, где там и лазеры, и все остальное. То есть будем сейчас потихоньку делать всю линейку роботов, СМС-ки. Возможности есть, желания очень много, умения, я думаю, тоже хватает. Запускаем процесс физического воплощения всех идей Сергея Анатольевича. Вперед! Хочешь поддержать историю? Будешь говорить, что я первый робота-доставщика держал в руках. Это как макет первого смартфона. Но материал из чего он будет? Не, у нас-то карбоновый будет, а это сейчас просто макет. Макет, да, это же макет, потом будут колеса, моторы. Стив Джобс, кстати, тоже тиражил. Все начинали с какого-то гаража. Допустим, заготовка как деталь, да, потом с нее матрица, а потом уже карбон клеится внутри матрицы. Да? То есть сначала с этой надо будет матрицу. Для нас размер вообще не играет. То есть мотор-колесо, вот он размер, то есть такой, потом собака, потом мул, то есть это один и тот же робот. То есть здесь вопрос только меняется диаметр колеса и корпус. А потом это будет вакуумная формовка пластика и все. То есть это будет то, что когда ты миллиарды будешь делать, зачем тебе это самое? Он должен быть как можно дешевле и практически. Мы его потом будем делать из вторпластика. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Познакомился с Сергеем Анатольевичем по поводу новой темы. Вот решил познакомиться с инженерами,
которые занимаются производством. Все рабочее, люди реальные, поэтому сейчас буду думать. Тема очень интересная, мне кажется, тема будущего. А вот это вот переработка, это то, что уже делают тротуарную плитку. Это вот пластик как связующее, а наполнитель шлак. Ну шлак, да, то есть Да, вот он. вот когда мы будем тротуары вскрывать или вообще делать сразу короба, то капиллярная система, а сверху выкладывать вот это, то есть понимаешь, да, то есть мы делаем систему капиллярную, она привозит людям товар, а обратно забирает мусор. Вывоз мусора из мегаполиса – это просто колоссальная проблема. Мы сжигаем органику, ну то есть то, что приходит с мусором, за счет этого получаем температуру, плавим пластик, дальше из плавленного пластика получаем плитку, плитку укладываем в свой же короб и обратно ее на тротуар. Она практически вечная. Ну не вечная, но долго будет. Мы объединяем сразу логистику, транспорт, торговлю, то есть супермаркеты сегодняшние, плюс вывоз мусора, плюс плитка, то есть это все в одном флаконе. Мы сейчас готовим предложение для мэрии, то есть когда говорим, что ребята, вот наша технология, мы можем взять в аренду сейчас ваши тротуары, эти тротуары убрать, поставить в них нашу систему капиллярную, наверху сделать, запустить транспорт. По сути дела, давайте там, допустим, на 10 лет возьмем в аренду ваши тротуары, а через 10 лет передадим вам эту систему бесплатно. Я думаю, что из более чем 20 тысяч городов, населения больше 500 000 человек, я думаю, найдем какого-нибудь мэра, который на это согласится. Да, ну вот находясь на производственной площадке ЮТЭК, да, оказался здесь по приглашению Сергея, которого знаю давно уже, знаю его идеи, его философию жизни, результаты его деятельности. И счел нужным приехать посмотреть на вот новый начинающий проект. Вот, но и не зря, считаю, приехал и думаю, что, конечно, эта идея у этого проекта такая же перспектива, хорошая, как и у многих проектов. Ну, в частности, как известный всем проект Skyway начинался. И по многим признакам, и потому что сегодня здесь увидел, я считаю, что это один из проектов будущего. Да. Поэтому посмотрим, как будет развиваться. Надеемся, что в ближайшее время мы будем все приятно удивлены. Тут здорово. Да. Видишь, даже это, колеса покрашены, видишь, все, так сказать, это порядок, все. Виталий к приему гостей прям подготовился. Это, кстати, покруче этого гаража-то, где Билл Гейтс собирал. Конечно, круче. То есть это вот с чего все началось. Потому что со временем здесь табличка будет, так сказать, это, что, где весь ЮНЕТ начинался. В гараже в прямом смысле слова. То есть у каждого... А колесики у сусликов какие будут? Колесо у суслика примерно 250. Но оно комбинировано. Карбон-керамические тормоза. Пневмошины. Я думаю, что нет, не пневмо, наверное, полиуретан, наверное, скорее всего. Ну, чтобы И- не накачивать, да? Да, да. То есть и железное колесо для рельса. То есть он будет бежать по рельсу, соответственно, когда с рельса сбежал, он уже идет на Кстати, пневмошину. мелких сусликов вот, по товарам уже можно там запускать с хорошей скоростью. Ну, где-то под 100 они у нас будут бежать. По рельсам, да. По такой дороге, ну, чуть поменьше. Ну, да. Мы сейчас начинаем с маленькой трубы 40-сантиметровой, вот, а в принципе вся система управления, потом вся пневматика, потом вся аэродинамика, она же будет такая же, как в больших трубах, только на других скоростях, с другими давлениями. Поэтому мы начнем отрабатывать с маленькой трубы, потом перейдем. Мусорная тема интересная. Не, мусорная это одна из вообще. Потому что смотри, вот он привез микрорайон, он привез продукты. Там система какая? Это все картонный бокс. Там все лежит. Это картонный бокс ламинирован одноразовый. Это все в пластиковом уже контейнере. И пластиковый контейнер уже входит в бокс. Главное сделать сейчас. Вот сейчас задача это сделать первого суслика, потом сделать первый стенд, потом сделать первую опытную эту. То есть поставить вот чейнджер приемник, там сколько-то метров трубы. Все это и показать, как это работает уже вот именно в том типе. Грузит, везет, делает все. То есть вот как вот это работать начнет, все, тогда уже можно ходить и делать. То есть, ну а до этого дойдем. Во-первых, несколько дней назад мы проводили большую международную видеоконференцию на тему ремедиации техногенной деятельности и человека в новых условиях. Вот. И одним из выступающих докладчиков был Сергей Сибиряков. Доклад понравился и специалистам, и нашим слушателям. Вот, получил лестную оценку от председателя нашего экспертного совета Международной премии «Золотая колесница», президента Российского университета транспорта Бориса Алексеевича Левина.
положительную оценку. Вот, и мы считаем, что этот проект вполне может быть заявлен на следующую нашу церемонию как проект года. Вот сегодня мы имеем такую практику, что периодически мы приезжаем в гости к нашим лауреатам, смотрим, как работает коллектив, смотрим их производство, в каких условиях работают люди, рассматриваем с разных сторон. Вот, проект необычный, проект новый, проект бомбовый. Пойдет, не пойдет, тут должно, наверное, в одном месте и в одно время произойти несколько условий, да, для его успешной реализации. Но сегодня мы увидели, что, во-первых, познакомились с командой, с техническими ребятами, которые все это делают. Самые приятные впечатления сложились от этого. Мало того, мы сегодня все обсуждали эту тему, что в свое время Билл Гейтс с друзьями тоже начинали когда-то в гараже. Здесь я скажу, что это не гараж, здесь намного попросторнее, чем те условия, когда начинал Билл Гейтс. Вот, очень много разумного в проекте, и сейчас, например, да, вопрос, над которым бьются, наверное, там, на всей планете под названием Земля, многие страны, это вопрос решения последней мили в цепи доставок. На мой взгляд, то есть вот эта технология, она именно под решение вопроса последней мили очень здорово вписывается. Другой вопрос, как это запустить. Опять же, нужно, помимо удачи, да, нужно показать какие-то пробные образцы, которые люди увидят, потрогают. И даже сложно представить сейчас масштабы этого проекта, во что он может вылиться. По той простой причине, что вопрос действительно актуальный, и с этим сталкиваются очень многие страны, целые континенты, африканский, Южная Америка. Поэтому это вот прямо вот ложится в эту плоскость идеально. Я желаю ребятам удачи. Вот, надеюсь их увидеть в следующем году на нашей юбилейной церемонии в качестве лауреатов. К этому времени, я надеюсь, уже что-то можно будет и пощупать, и потрогать. Вот. И от всей души только удачи. У нас пешеходный переход получается под навесом. Еще с двух сторон делаем козырьки из солнечных батарей. То есть мы вырабатываем энергию, запитываем. И по этой же дороге у нас ездят еще суслики, которые таскают, ну там они могут таскать СМС, могут спортивный велосипед, то есть может туристический, вот такой вот, в который сидит там 4-6 человек, а может груз, уже большой контейнер. Вот. Смотри. Вот это классный рисунок. О! То есть, смотри, вот он тротуар, под ним бегают суслики, видишь? Дальше стоит ферма, ну просто ограждение. Оно с двух сторон ограждается. Вот. Дальше делаем полотно, и это вообще двухпутная система. То есть получается, что у тебя наверху над пешеходным тротуаром еще двухпутная система. Сегодня робота выпустить на дорогу нельзя, потому что запрещено. Понятно. А здесь эта система роботизирована. То есть получается, мы в сегодняшних условиях можем уже по этой крыше запустить роботов. И это будет роботизировано. Получается, что из одного тротуара у нас получается первая пешеходная система, транспортная или велосипедная, если это велосипед. Дальше 4 микрометро. То есть это примерно там 4 миллиона тонн в год. СМС мы показали. Может грузовой контейнер вестись, то есть уже других габаритов, понимаешь, да? Вот. А роботы все одни и те же. Система управления одна и та же. Господин инженер, сделаешь технически, то есть, все, то есть решение есть. То есть, представляешь, логика какая, что нет колес, каждое колесо это отдельный робот. Более того, он тебя привез в этой смс-ке, ты домой заехал, и ты в этой же смс-ке сидишь дома. Потому что ты все равно не дома будешь сидеть. А суслики убежали таскать грузы. То есть, понимаешь, они не стоят у тебя дома. Это все равно, что ты на машине приехал, а у тебя двигатель пошел траву косить или пошел улицу убирать. Вот здесь то же самое, это унифицировано. Суслик живой, короче. Не, работящий. Не надо гулять. Здесь легко будет развязки все делать, потому что каждый знает, куда едет. На дороге никто не знает, кто куда едет. Вот. Это все решает процессор, который быстрее обрабатывает информацию. И распределяет их так, что пробок не будет. Это первое. Второе. Уменьшится движение людей, потому что вот сегодня я ездил в Обнинск за одним сверлышком. Мне это будет не надо, потому что мне их суслик привезет в Нижний. На целый тундре. Да, на целый тундре. С точки зрения экологии это преступление. Вообще, да. И время, и бензин, и всего остального. Мне это привезет суслик. То есть я уже не еду сегодня. Помнишь из фильма, говорит, ДМБ можно вырезать. Говорит, Видишь суслика?
Нет. И я не вижу. А он есть. Слушай, ну вот нижнюю часть, ее прям хоть завтра запускаю. В смысле? Ну, то же самое. Вот, вот эту? Вот это, да. Стоимость суслика. Да. Слушай, когда мы в массу выйдем, он будет стоить там, копейки. Ну сколько? Это будет пластиковая труба, это будут дешевые, мы будем делать из этой это будет из вторсырья. При том объеме перевоза, который мы будем делать, в УСР вывозить и, соответственно, доставки, с ценой дороги можно пренебречь. Amazon закладывает там тариф доставку последней мили $1. Понимаешь? А мы закладываем 1 цент. Для любой доставки самое дорогое как раз последние мили. Добрый день, друзья. Ну, для меня сегодня очень такое значимое событие, очень важный период сейчас в развитии проекта, что это первая делегация, которая приезжает вот на производство, и сейчас идет именно формирование команды. Как вот Виталий уже ранее сказал, это наш главный конструктор, генеральный конструктор сейчас нашего проекта. И он совладелец и соавтор интеллектуальной собственности, то есть патентов, которые мы сегодня подаем и закрепили за собой право на очень интересные технологические разработки. Мы с ним познакомились не так давно по меркам проекта и вообще развития, то есть меньше года назад. Но для меня очень важно его было мнение как профессионала, потому что он сразу понял, о чем идет речь. И дальше у нас стала строиться таким образом работа, что я ему даю мысль интересную, то есть, как мне кажется, с точки зрения развития футурологии, а Виталий возвращает технологические решения. И он в своем интервью так очень скромно поговорил, но те очень многие решения, которые сегодня запатентованы, действительно являются, очень значимым ноу-хау. Это и двойное колесо, которое мы сделали, то есть комбинация для микрометро, соответственно, это и пневмашина, и металлическое колесо. И использование самих роботов-доставщиков как движителей для СМС, то есть это сильнейшая была идея. Вот. И система управления, которая сейчас, это и стрелочных переходов, от которых мы отказались. То есть мы очень много будем вам дальше показывать технологических решений. А сегодня самое главное, что люди, которые приехали, это, скажем так, в основном мои друзья, это те, кто участвуют со мной уже не в первом проекте, это и Дмитрий Владимирович Терехин, и Альберт или Олег Жуков, соответственно, «Золотой колесницы», и Евгений, это который инициировал эту поездку. Я могу сказать, что мы с ним познакомились на прошлой неделе. Это наш один из членов правления, Валерий Николаевич Головатюк из Челябинска, инициировал этот процесс. Мы встретились, я рассказал ему общий концепт. И дальше он сказал, что я как человек бизнеса пока не увижу своими глазами, что есть производство, что есть люди, которые это делают. Я дальше рассматривать не буду, потому что рассматривать какие-то умозрительные идеи в интернете не очень интересно. И таким образом он выступил инициатором поездки. Я созвонился с Виталием, он говорит, да, конечно, станок, вот этот уникальнейший станок, который вы видите, который Виталий сделал своими руками, соответственно, на котором будут изготавливаться корпуса и наших роботов-доставщиков, это и сусликов, и собак, и мулов, и соответственно, СМС здесь же мы будем делать, именно корпуса. У Виталия целое производство, помимо этого есть еще ряд станков, как он уже говорил, и ЧПУ, и 3D-принтеры, поэтому линейка оборудования для того, чтобы изготовить сегодня образцы, у нас все есть. Соответственно, мы собрались и приехали это и познакомиться, и чтобы вам, как инвесторам, показать, что это. И дальше уже подарок, то, что я держу в руке, это уже наши дизайнеры, которые рисуют, стыковались с... Это буквально уже, друзья, 2 дня или 3 дня как. С Виталием передали 3D-модели, он, соответственно, загрузил, обработал это в станок, и сегодня прямо на наших глазах изготовлены детали. Это 1 к 2 уже деталь корпуса суслика. Соответственно, в следующий раз, когда мы там приедем, мы уже будем показывать вам готового суслика. Это кибергофер, робот-доставщик, который будет уже реально готовиться для реально демонстрационного стенда. Поэтому ту задачу, которую я сегодня хотел, чтобы увидели и мои друзья, и партнеры, что действительно мы запускаем новый проект. И это не просто то, что мы вещаем и выдаем желаемое за действительно, а это действительно стартап, задача которого сначала декларировать, мы это делаем, а потом уже демонстрировать изделия. И сегодня первый шаг, и я очень благодарен тем, что Альберту Жукову, Дмитрию Терехину, соответственно, Евгению, который инициировал этот вопрос, что действительно мы запустили сегодня
процесс, когда мы для партнеров будем показывать, что мы изготавливаем. И дальше у нас расширение производства, а к концу года, по нашим планам, это уже выйти к проектированию реального завода на выпуск уже даже не десятков, а сотен тысяч и миллионов роботов-доставщиков, которые мы начнем строить уже по нашим планам в следующем году. Так что, друзья, это начало большой-большой интересной работы, которую вы будете смотреть, отслеживать. И сегодня, можно сказать, это первый шаг. И, как мы уже сказали, очень большая радость в том, что все начиналось когда-то с первого шага, все начиналось с какого-то гаража, так у Джобса, также у Билл Гейтса, также и у нас, друзья. Также мы планируем, что наша компания в новом технологическом укладе, так как мы стоим на передовой, соответственно, мы войдем в топ-20 в ближайшие годы, соответственно, тех компаний, которые будут выпускать востребованную продукцию, которой будут являться наши роботы-доставщики. Ну а дальше целая линейка, то, что будет, собственно, и формировать новую систему UNET, которую мы сегодня все вместе создаем. Спасибо.